Всем добрый день! Вы на канале Вязание от Ангелины Азимок. Подписываемся на Яндекс.Дзен, YouTube, Рутюб, Telegram, чтобы смотреть видео мастер-классы, которые выходят через день. А сегодня смотрите, какая у меня красота. Вот такой необычный, я бы сказала, королевский узор. Ну, таких давно не вязали. Мне он очень понравился, я решила его повторить для вас. А вдруг кто-нибудь что-нибудь предложит, какая-то идейка возникнет. Узор-то на самом деле красивый. И вяжется очень просто. Вот просто-просто. Давайте смотреть. Для разбора узора я связала столбики с одним накидом. И начнем с вами вязать узор. 2 воздушные петли подъема, разворачиваем вязание. И во второй столбик вяжем пышный столбик. Вытягивание и накид. 1, 2, 3. Пышный столбик провязали. Воздушная петля и в следующий столбик еще один пышный столбик. 1, вытягивание, накид. 2, 3. 4 воздушные петельки. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 в 4 столбик, столбик без накида. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3 в 4 столбик без накида. 1, 2, 3, 4. И 1, 2, 3 в 4 столбик вяжем пышный столбик. 1, 2, 3. Все вместе провязываем. Воздушная петля и еще соседний столбик, пышный столбик. 1, 2, 3. И повтор узора. 1, 2, 3, 4 воздушные петли. 1, 2, 3 в 4 столбик, столбик без накида. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3 в 4 столбик, столбик без накида. 1, 2, 3, 4 и пышный столбик. То есть вот наша задача повторить. Довязали первый ряд, 2 пышных столбика и в самый последний столбик, столбик с одним накидом. 2 воздушные петли подъема, поворачиваем на следующую сторону и теперь между пышными столбиками вяжем 2 пышных столбика. Пышные столбики у нас меняться не будут, мы будем вязать такую красоту. Пышный столбик, воздушная петля и в это же место вкалывания еще один пышный столбик. Все пышные столбики будем вязать одинаково, а между ними у нас будет интересный узор. 1, 2, 3, 4, 5 воздушных петель. В самый центр нашей цепочки переходим. И вот здесь начинается самое интересное. Вытягиваем петельку. Можно взять любой удобный предмет, вот допустим, что у вас есть. Петельку увеличили и провязали столбик без накида. Петля у нас появилась, мы ее опять одеваем, вяжем столбик без накида. Провязали, петельку одели. Это для красивых вытянутых петель, которые у нас в узоре присутствуют. Вот. Каждый раз мы провязываем столбик без накида и вытянутую петлю. Петлю одели. И идем дальше. Всего у нас таких будет 9 вытянутых петелечек. Вот. Можно на ручку, можно... У меня вот такие ножнички. Вытягиваем 9 петель и вяжем дальше. Кажется сложно, на самом деле ничего сложного нет. Так,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Вот, 9, оказывается, уже у нас подошла. Вытянутая петля. Вытянули. Одели. И зафиксировали. То есть вяжем столбик без накида и 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Вот. Можно уже петли снять, они уже у нас никуда не денутся. И там, где пышный столбик, вяжем пышный столбик. 1, 2, 3. Провязали, воздушную петельку сделали. Повторили. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. И делаем повтор, да? В центр столбик без накида, 9 вытянутых петель. Вот, петли. Вот такой ряд у нас должен получиться симпатичный. Вытянутые петли. Столбик, 2 воздушные петли провязали и пышные 2 столбика. И идем дальше. Вот видите, я уже петельку подцепила. Как я это сделала? Вяжем просто, очень-очень просто. Подхватываем вытянутую петельку и провязываем столбик без накида. Воздушная петля между. Опять подхватываем вытянутую петлю и воздушная петля. То есть по очередности, как они расположены, провязываем все вытянутые петли столбиками без накида. Так. И между ними воздушная петелька. Главное, чтобы все ниточки у нас были провязаны. Потому что слонимская пряжа, она любит расслаиваться. Но ничего страшного. Мы все петельки подхватим, воздушную петельку сделаем, провяжем пышные столбики. То есть здесь у нас повтор всегда будет узора. Пышный столбик, воздушная петля и пышный столбик. Еще разочек сейчас мы. 1, 2, 3. Вот. И без воздушной петли в начале просто подхватываем самый первый вытянутый самую первую петельку. Это не она, вот она. Провязываем столбиком без накида и потом делаем воздушную петельку. Вот у нас получается вот такой красивый узор. Вот такая у нас красота получается. Сейчас мы еще сделаем один ряд завершающий, который сделает этот узор еще красивее. Пышные столбики наши провязали. Теперь смотрим, наша вытянутая петля, мы ее одну пропускаем, одну, вяжем столбик без накида. 1, 2, 3 и пико. Обвязываем пико. Вот одна петелька, вторая петелька не между, вернее не в центр, а между. Столбик без накида. 1, 2, 3 пико. То есть наша задача, пропуская все петли, вот они у нас, между, провязать 1, 2, столбик без накида и пико. Не провязываем мы только первую петельку и последнюю. Пропускаем. 1, 2, 3. Находим, пропускаем. 1, 2, 3. Там, где у нас воздушные петельки были, вот за них мы и вяжем.
1, 2, 3. Один, два, три. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. 8 у нас должно получиться пико. Вот мы с вами узор завершили. Вот одна у нас вытянутая петля осталась. Мы ее не замечаем, а вяжем сразу пышный столбик. То есть в самом начале, в самом конце петельку вытянутую пропускаем и потом вяжем. Воздушная петля и пышный столбик, который так и норовит у меня нарушиться, да? Вот такой завершающий у нас идет ряд, и он делает весь узор. Вот такой получается королевский узор, такой солнечный, интересный, яркий. Мы его связали. Вот он у нас есть. Воздушные набрали арочки, потом вытянутые петли, потом столбики без накида и 4-й ряд пико. Все. То есть очень-очень все просто. Как мы начинаем новый ряд? Провязали нашу боковую группу, я бы так сказала, и вспоминаем первый ряд. 1, 2, 3, 4 воздушные петли. Пропускаем 2 пико в третье, в центр столбик без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Пропускаем 2 пико, столбик без накида. 1, 2, 3, 4. То есть мы вяжем полностью наш первый ряд так же, как и вязали. И остальные рядочки повторяем. И получаем нашу красоту необыкновенную. Узор, надеюсь, вам понравился, так же, как и мне. Он необычный, он интересный, он красивый. Не знаю, правда, куда его применить. Какую-то, может, кофточку связать такую, топик. Пишите ваши варианты. Надеюсь, узор вам, как и мне, понравился. Подписываемся на Яндекс.Дзен, YouTube, Рутюб, Телеграм и смотрим и вяжем вместе со мной. До новых встреч!